Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Агент Джордж, и сегодня я хочу снять гайд на тему того, как скачать Steam клиент, но не только это, а то, как там зарегистрироваться, потому что в России это не так понятно для новичков сделать, а также как пользоваться Steam и про его различные функции. Поехали! Итак, для начала заходим в любой браузер и в поисковую строку вбиваем сайт Steam официальный, через который можно скачать сам Steam клиент. Ссылочку на него я оставлю в описании. Если что, вам ее нужно скопировать просто и вставить в поисковую строку вашего браузера. Нажимаем «Загрузить Steam». Я уже скачивал экзешник файл, поэтому если у вас не скачан, просто скачивайте его. Открываем экзешник. Нажимаем, да, сейчас я на рабочий стол выйду. Ой, случайно открылся. Так. Вот. Нас приветствует мастер установки Steam. Нажимаем «Далее». Выбираем ваш язык, на котором будете продолжать установку. Ну, у меня русский. Потом выставляем, выбираем папку установки. Нажимаем «Далее». И здесь у нас уже установился вот сам Steam. Тут есть кнопка «Запустить Steam». Сейчас, чтобы его быстренько запустить и рассказать, я оставлю эту галочку. У нас сразу же идет обновление. Ждем, пока оно скачается. Ну что ж, Steam скачан. Теперь мы переходим к следующему этапу гайда. Это как зарегистрироваться в Steam. Сразу скажу, что если вы из России, то в самом приложении зарегистрироваться не получится. Это нужно делать только лишь на сайте. Сейчас мы в него как раз таки переходим. Ссылочку я также оставлю в описании. Просто, опять-таки же, как в прошлый раз, копируйте ее и вставляйте в вашу поисковую строку браузера. А вот мы открыли тот самый сайт. Теперь, как, собственно, зарегистрироваться здесь. Вот здесь, ну вот в этих полях двух мы пишем наш адрес электронной почты. Ну, сейчас я чисто вот так рандомный напишу. Слишком много цифр и букв. Так, и пишем, какой у вас либо iCloud, либо Gmail. Вообще без разницы. .com. Подтверждаем. Ага, понял. И страна проживания, если честно, какую хотите, все равно IP-сервера поймут, что вы там из России, если действительно в России, и, допустим, там в других странах все равно, несмотря что вы здесь поставите, ваш IP-адрес будет все равно на вашу страну будет привязан. Нажимаем «Я человек» и также нажимаем галочку вот здесь, то, что мне исполнилось там 13 лет, и я принимаю условия соглашения. Нажимаем «Продолжить». Далее вам придет электронное письмо, которое вы должны подтвердить. Ну и после того, как вы вписали свою почту, страну проживания и перейдете на следующую страничку, когда уже подтвердите свою электронную почту через письмо, там у вас будет уже следующий этап, который я, к сожалению, открыть не смог, потому что у меня нет свободной почты, на которую можно зарегистрировать еще один аккаунт Steam. Но там все очень легко. Просто вписываете свой ник, который у вас будет, пароль, и просто все снова подтверждаете. И у вас наконец-таки создался аккаунт в Steam. Теперь, как вы поняли, в том окошке, которое уже сам приложение Steam, вписывайте данные от своего аккаунта. Вот сюда. Здесь пароль, как вы уже поняли. Здесь имя аккаунта. И, друзья, допустим, вы наконец-то зашли в свой аккаунт Steam. И я вас поздравляю, мы наконец-то сначала установили Steam, потом зарегистрировались и успешно, я надеюсь, для вас успешно вошли в аккаунт. Ну а сейчас я по-быстренькому расскажу о Steam, его дополнительных функциях и так далее. Возможно, в будущем я даже сниму видео, через что и как можно пополнять кошелек в Steam в России. Далее должен сказать, что через российские банки в Steam пополнять кошелек нельзя, поэтому можете пополнять его через различные сайты и так далее. Здесь у вас находится ваша библиотека, то есть ваши игры, которые вы добавили
опять-таки же в свою библиотеку. Вот лично у меня это там разные игры по типу вот Alan Wake есть, Black Mesa, Counter-Strike 2, ну и так далее. Вот просто те игры, которые у вас как бы есть, они отображаются тут. Нажав на шестеренку, их, конечно, можно скрыть и заходить в нее через там магазин и так далее, но это неудобно, поэтому лучше добавлять их к себе в библиотеку. А для еще более удобности можно вообще иконки игр сюда переносить на рабочий стол и просто дважды кликать и заходить в саму игру. Только нужно учитывать то, что при этом нужно быть в своем аккаунте. Иначе, если в своем аккаунте вы не будете, то и в игру через ярлык вы зайти не сможете. Вот здесь, друзья, у нас сообщество. Как мы видим, здесь это у нас фанатский официальный контент для всех игр и программ в Steam. Вот тут есть для моих игр, ну, для ваших в данном случае, популярные центры по типу Counter-Strike 2, Resident Evil и так далее. Ну, а также, нажав на ваш ник чуть подальше от всех этих кнопок, вы попадете на страничку своего аккаунта, ваш уровень в Steam, так, случайно. Ваш ник, опять-таки же, ваш ник еще один, потом ваше место проживания, если вы указывали ваше описание профиля, если вы тоже указывали недавняя активность, ну, часы за последние 2 недели вам показываются здесь, потом в сети или не в сети, а также здесь вы можете отредактировать профиль по своему желанию. Ну что, дорогие друзья, на этом наше видео подходит к концу. Надеюсь, оно было для вас полезным. С вами был, как всегда, я, Агент Джордж, и увидимся в следующем видео. Всем пока!